Всем привет. Сегодня у нас расклад. Твои дни одиночества скоро закончатся, если. И вот мы посмотрим вот это если. Ну, конечно же, сначала посмотрим сигнификацию, почему ты одинока сейчас, чтобы ты поняла, для тебя этот расклад или нет. Итак, я думаю, что давайте начнем. Нет, подождите. Приходи в магический чат. Ссылка на Бусти в самом верхнем посте, и не будешь ты одинока. Так, давайте начнем расклад. Единички. Сразу еще раз повторюсь, первый вопрос, он сигнификация, чтобы ты поняла, для тебя этот расклад или нет. Почему ты одинока сейчас? Но сразу говорю, я буду честно говорить. А если честно, то ты сама загнала себя в этот угол. Сейчас ты вот все на себе тащишь, как лошадь вьючно. Работа, семья, долги, бытовуха. Ты даже не оставляешь воздуха, чтобы просто вот сесть и подумать, а чего хочешь ты. У тебя режим сейчас «я все сама». Но это же не сила, это тупик. Ты контроль боишься потерять, что даже вот не замечаешь, как ты отрезаешь саму себя от всех. Ты же не просто занята. Ты поставила себя в такое положение, где даже вот флирт простой, он кажется тебе там роскошью непозволительной. И каждый день у тебя это гонка. Успеть, сделать, проконтролировать. На этом все. А вот где тут место для отношений? Ты даже спать нормально не можешь, потому что мозг у тебя не выключается. А мужики же они это чувствуют, что ты танк. Никакой нежности, только вот стальная броня и все. Ты даже не представляешь, как вот отпустить вот эти 10 жоп, которые ты тащишь, и позволить, кому-то помочь тебе. И ты думаешь такая: буду сильный, значит, не буду нуждаться ни в ком и ни в чем. Но на самом деле это просто страх. У тебя страх, что если ты остановишься, то все рухнет. Вот и получается. Ты вроде движешься вперед, но на самом деле ты по кругу бежишь. Отношениям, негде зацепиться тут. Ты их даже близко не подпускаешь. Вот перестань делать вид, что вот это все временно. Это не работа. Это твой выбор прятаться за своими делами. Я же устаю. Так отдыхай. А когда отдыхать? У тебя есть суббота-воскресенье. А суббота-воскресенье я генеральную уборку делаю. Да так сделай и давай иди гуляй. Ой, у меня сил нет, я турецкий сериал посмотрю. Видишь, у тебя одна за другой отговорки. Твои дни одиночества закончатся, если, вот все решится, когда ты вылезешь из своей скорлупы вот этой страхов. Прямо вот сейчас ты сидишь в болоте своих же ограничений. А у тебя в голове: я не готова, со мной что-то не так, все мужики козлы. Это же вранье. Ты же реально огонь, ты умная, ты ухоженная, пельмени умеешь делать. И характер у тебя хороший. Но ты же упорно делаешь вид, что ты заслуживаешь только того, кто там тебе свои остатки внимания подвалит. Нет.
Тебе нужно перестать вести себя как жертва. Вот эти все твои «да я одна привыкла», «мне это не нужно», это не гордость, это трусость твоя. Императрица — это про расцвет. Понимаешь? Ну как ты расцветешь, если ты сама заливаешь корни свои бетоном? Начни комплименты принимать. Разреши себе платьишко надеть, которое якобы оно слишком. И на свидание согласись с мужиком, который там не в твоем чек-листе. Ты ж сама создала вот эту клетку. А у тебя клетка правил. Не раньше, чем через 3 месяца, не раньше, чем там у меня жопа похудеет. Он должен. А вдруг я потерплю облом? Да хрен там. Выйди и сломай вот этот шаблон. Что тебе мешает? Ничего. Пока ты будешь стоять в этой позе «меня никто не достоин», но при этом глазки прятать в пол, то ничего не изменится. Просто расслабься и перестань контролировать каждый свой шаг. И увидишь, что вокруг полно тех, кто хочет к тебе подойти. Броню просто нужно убрать. Что тебе нужно делать, зная все это? Ну, завязывай с этими дурацкими попытками стену лбом пробить. Ты же умная. Действуй хитрожопее. Вот хватит страдать по вот этим старым сценариям. Сидеть в позе повешенного и ждать, что все само рассосется. Нет. Ну так не работает. В жизни же по-другому работает. Тебе пересмотреть свою тактику нужно. Перестань гнаться за идеалом и начни использовать то, что есть. Вот видишь, что мужик резину тянет. Не устраивай истерик, просто вот тихо сливайся и ищи дальше. На работе там завал, тоже не геройствуй, делегируй, даже если тебе кажется, что другие сделают хуже. Да не сделают никто хуже. Ты все на себе пытаешься тащить, а потом ты удивляешься, почему тебя никто не жалеет. Пора же голову включить. Если отношения не клеятся, ну не насилуй себя, найди обходной путь. Может, твоя половинка вообще, как говорится, не там, где ты ищешь, и не в том кругу, где ты ищешь. Или ты слишком много говоришь о достижениях, а не слушаешь. Вот запомни. Иногда вот тихий хитрожопый маневр, он работает лучше, чем лобовая атака. Вот перестань бороться с этими мельницами ветряными, как Дон Кихот. Начни замечать лазейки. И, конечно, хватит ждать, пока тебя спасет этот рыцарь, как его, на белом коне. Никто не придет с букетом, и никто не придет с признанием, пока ты сама не дашь понять, что ты готова отпустить вот эти щиты и броню. Знаешь, сними с себя корону мученицы, и тогда ты увидишь, как все наладится. Понимаешь? И главное, пельмени умей лепить. Прям вот золотко будешь совсем. Давай перейдем ко второму варианту. Мне двоечкам ремня хочется дать, ну, что поделать. 10 мечей, 8 кубков. Здравствуйте, двоечки. Итак, почему ты одинок сейчас? А ты забор с колючкой. Вот ты реально забор с колючкой. Вот ты не внутри забора, а ты и есть этот забор. Со стороны ты вся неприступная такая, а внутри одна сплошная дыра. Ты до сих пор не отошла от прошлых, как говорится, звездюлей, которые жизнь тебе влупила. Мужик тебя кинул, подруги подставили. Главное, что теперь ты всех под одну гребенку гребешь. Все козлы, все сволочи, весь мир бардак, все это плохое. Ты так зациклилась на этих обидах, что даже не замечаешь, как сама начала вокруг себя стену строить.
Знаешь, какое в этой истории дно? Это когда ты превращаешься в хейтера. То есть ходишь по левым видео, оставляешь гневные комментарии, а потому что что? Потому что у самой жизни задалась, и тебе нужно куда-то вылить. А чё они там счастливы, улыбаются, да? И это не защита ни в коем случае, и это не вот этот вот, как называется-то, вот жажда справедливости. Нет, это твоя тюрьма, это твои страхи. Ты не просто в себя ушла, ты сбежала от реальности. Это вот знаешь, как вот бывают же люди, которые все бросают и уезжают в глушь. А ты не в глушь уехала. Ты накапливаешься злобой, говном, и это тебе нужно выплеснуть. И ты не ушла в глушь ты или в монастырь. Нет, вместо монастыря у тебя квартира, сериалы, бесконечное нытье подругам. Одно будет — это хейтерство. Ты сама выбрала этот побег, потому что проще считать, что все вокруг виноваты, чем признать, что да, меня обманули, но это не значит, что весь мир говно. Ты сама виновата во всем. Никакой там другой человек где-нибудь там на Ютубе, в другой соцсети, никто не виноват. Ты виновата. Твое одиночество — это твоя же упертая позиция «я никому не верю». Ты людей перестала видеть. Ты видишь только потенциальные ножи за спиной. И пока ты не выплюнешь этот ком обид, ты так и будешь сидеть одна в своей крепости, а крепость у тебя состоит из страха, цинизма и вот этого всего. Да, тебя предали. Больно было тоже, да, но ты продолжаешь лежать на этом асфальте, хотя давно пора встать и отряхнуться. А также удобнее, да. Твои дни одиночества закончатся, знаешь как? Чтобы вот этой киской одинокой быть, тебе надо пластинку сменить. Сейчас ты как партизан в окопе. Сидишь с автоматом наперевес, готовая стрелять в любого, кто приблизится. Знаешь, понять пора, что не все идут войной на тебя. Перестань всех проверять на вшивость. Мир — это не вражеская территория. Я согласен с тобой. Ты научилась ставить границы. Это очень хорошо. Но твои границы, они же превратились в бетонный забор с колючей проволокой. На землю спустись. Присмотрись к тем, кто рядом. Может, мужик с работы, который тебе кофе предлагает. Он не маньяк, он просто симпатичный чувак. Подруга твоей сестры, которая там на дне рождения смеялась над твоими шутками, да? Она тоже не стерва, она потенциальная подруга. Люди живут, люди радуются жизни. А ты из этой жизни устроила, вот как сказать, вот очки на себя нацепила, а очки под названием «все говно». Понимаешь? Перестань в каждом видеть угрозу. Людям, знаешь, люди, по сути своей, эгоистичны. Я это признаю. И пойми, что люди, которые вокруг тебя, у них нет в голове спину ножик тебе воткнуть. Один был, который тебе поломал жизнь, аж ты там обозлилась на всех. Но людей нужно же трезво оценивать. Да, у них могут быть там косяки какие-то. Никто не идеален, ты тоже не идеальна. Отношения — это вот как огород, я часто говорю. Сначала вкладываешься, поливаешь, ждешь, потом только пожинаешь плоды. Мгновенного вот этого цветника не будет. Вот и дай времени. Как и себе, так и другим. Что тебе делать, зная все это? Ну, хватит метаться между вот этими «все мужики козлы» и «мне нужен только принц». Нет. Тебе надо навести порядок в башке своей. Сначала разберись с прошлым.
Вот сядь и честно ответь себе, какие ошибки ты допустила. Может, ты сама лепила из мужиков идеал, а потом злилась, что они не дотягивают до этого идеала. Или глазки закрывала на вот эти ред-флаги, да, красные флаги, потому что боялась остаться одной. И вот прими этот опыт как урок, а не как приговор, а потом действуй. Не сиди сложа руки и хейтерством не занимайся. Хочешь отношений — иди туда, где люди. Забей на вот это свое «меня никто не достоин». Запишись на курс какие-то, сходи там в гости к кому-нибудь. Тиндер скачай. Неважно, но не будь тряпкой. Если чуешь подвох, сливай. Если мужчина нормальный, дай ему шанс, но палку не перегибай. Понимаешь? Никаких вот этих «я все прощу» или «ты там мой близнецовый пламенец, ты мой смысл жизни», палку не нужно перегибать. Баланс — это как раз твое оружие. Никакой паники, никаких жертв. И вот за собой старые обиды перестань таскать. Они же у тебя как гири на ногах. Если ты решила начать новое, тогда вот рви связи с прошлым. Без вот этих «а вдруг», «а может». Оценила ситуацию, приняла решение. Тогда вперед, без оглядки прям. И вот запомни у себя, на лбу себе напиши, что ты не жертва обстоятельств. Ты капитан своей жизни, пиратский капитан. И если тебя водой трахнуло, да, аборт, это же не повод тонуть. Это шанс научиться плавать. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, а мы перейдем к третьему варианту. Троечки. Напомню, первый вопрос для сигнификации. Почему ты одинока? И не будет вот этих эфемерных, потому что я все вижу. А ты, знаешь, одинок, потому что ты сейчас как белка в колесе, а колесо из твоих же розовых соплей. Тебе в голову постоянно лезут такие картинки идеального мужика, эфемерного. Это знаешь как? Будь всегда рядом, но много зарабатывай. Вот такие есть же противоречия. То он на белом коне у тебя, то он миллионер с яхтой, то какой-то поэт-романтик. А в реальности ты любого нормального мужика, который пытается к тебе подкатить, сразу в друзья записываешь. То есть у тебя одиночество, потому что все френдзонишь. Твои фантазии, они такие плотные, что вот сквозь них не пробиться ни одному живому человеку. Ты на образах залипаешь. Ты знаешь, типа, а вот если бы он был таким. И вот вместо того, чтобы заметить, что перед тобой реальный мужик с его тараканами и достоинствами, ты стену строишь. Потому что ты пялишься в этот свой воображаемый каталог женихов. Все твои знакомые уже по второму кругу женятся, замуж выходят. Твои бывшие давно там детей с другими заводят. Ты не одинока, знаешь, потому что у тебя все мужики козлы. Ты сама создаешь вот эту стену из своих нереальных ожиданий. Ты всех подряд френдзонишь. Потому что что? Потому что разочарований боишься, а не потому что у тебя планка высокая. Но в итоге ты разочаровываешься в каждой возможности. Подруги тебя тоже устали уже тебя знакомить. Ты либо сразу находишь недостаток, либо начинаешь человека переделывать под свои иллюзии. Вот хватит жить в сказках. Вот эти твои воздушные замки, типа «найдется принц», это просто отмазка, чтобы не рисковать и не пускать никого близко. Это не высокая планка, это твоя защита.
И пока ты не выкинешь этот хлам из головы, так и будешь сидеть одна, кофе пить, сериалы смотреть и придумывать там очередную причину, почему сосед там у тебя с третьего этажа не твой вариант. Реальность, она не обязана соответствовать твоим фантазиям. Либо ты начинаешь видеть людей, а не свои проекции, либо готовься к вечному одиночеству с котами. И еще мемчики твои любимые про вот это вот. Где же все нормальные мужики? Любимые. Твои дни одиночества, знаешь, как закончится. Тут все просто. Ты должна, наконец-то, заткнуться и послушать саму себя. Ни подруг, ни маму, ни всяких там гуру любви, а вот эту тихую интуицию свою, которую ты глушишь годами шумом вот этих вот советов и подружек, советов из интернетов. Выруби эту бесконечную болтовню, типа, а что подумают, а вдруг не получится, а вдруг он мудаком окажется. Возьми паузу. Я серьезно говорю. Отмени все свои свидания на месяц. Отпишись от сайтов знакомств. Телефон убери в долгий какой-нибудь ящик. Просто побудь самой собой. Не там с вином и плаксивыми там песенками, а по-честному. Ты забила на свою внутреннюю мудрость. Ты постоянно ищешь ответы снаружи, отсюда и все косяки, она у тебя все ответы внутри. И вот как только ты перестанешь метаться между вот этим вот «хочу замуж» и «все мужики говно», вот как только дашь себе время просто молчать, ты четкий сигнал услышишь. Куда идти, с кем говорить, кого посылать нахрен. Это не будет громкий голос небес, нет, это будет тихое «а вот он». Понимаешь, в моменте. Но для этого надо выключить внешний шум и перестать прыгать на каждого встречного, как голодный кролик на морковку. Твое одиночество, оно кончится, когда ты перестанешь от него бегать. И разрешишь всему случиться естественно. Не пытайся контролировать каждую встречу. Просто будь готова распознать своего человека, когда он появится. А появится он именно тогда, когда ты перестанешь паниковать и начнешь самой себе доверять. Ты сама себя не любишь. А почему, если ты сама себя не любишь, почему тебя должен полюбить посторонний человек? Объясни мне. Что тебе нужно знать, делать, зная все это? Знаешь, хватит ныть и чудо ждать. Вот как тебе по-другому сказать? Бери все в свои руки. Понимаешь? Это вот, знаешь, есть же вот такие еноты, которые по мусоркам лазят. Вот ты пьяный енот, который тырится в мусорке в поисках конфетки, пока за углом стоит целый магазин енотной еды. Вот прекрати хаотично метаться между вот этими приложениями, знакомствами и жалобами, что тебя никто не нравится, никто не подходит. Вот сядь в тишине и четко сформулируй, кого и что ты вообще на самом деле хочешь. Не вот это вот твое эфемерное «я хочу мужика», а вот конкретные вещи. То есть, какие качества для тебя принципиальны, какие недостатки ты готова терпеть, это очень важно. Заведи блокнотик, если надо. А потом составь план, где ты можешь встретить таких людей, которые вот, как сказать, в твоем плане. И какие твои действия приведут к этим встречам. Ты ж не глупая, действуй вот как на работе. Ставишь цель, прорабатываешь стратегию и реализуешь. Хочешь умного — иди на лекции, иди в книжный клуб какой-нибудь. Хочешь спортивного — в зал записывайся. Сидишь дома с чипсами — на тебе курьер с пиццей, а не муж. Тебе нужно перестать быть вот этим пассивным наблюдателем своей жизни.
Сама организуй свой собственный праздник. От режима дня до круга общения все организуй. Если надо, выкинь старых знакомых, которые тебя в болото тянут. Прекрати время тратить на тех, кто тебе не интересен. Понимаешь? Действуй последовательно, а не рывками. Не надо в понедельник рваться на свидание, а во вторник плакать, что любовь зла, полюбила я козла. Системность. Ты либо управляешь процессом, либо он тебя наклоняет в позу зю, и ничего не получаешь. Я думаю, что ты первое выберешь, да, управлять всем этим. И, конечно же, приходи в проживание арканов. В императрице мужика своего ты обязательно найдешь. Ссылки в описании к видео с закрепленным комментарием. И всегда помни, что я всегда рядом.